Привет, друзья! Вы на канале Обо всем чем. Как и обещала, хочу вам показать своих маргината. Это африканские сухопутные улитки. Вот такие они черненькие. Я уже недавно снимала видео коротенькие. Вот так они у меня выросли. Одна улиточка вот эта побольше, и она черная прям самая. А вторая поменьше, и раковина ее, намного довольно-таки светлее. Вот, сегодня у них шампиньончики. Сейчас утро, улитки спят. Вот, я им добавила свежего мха. И больше, конечно, не буду добавлять кокосовый субстрат. Думаю, достаточно будет им просто влажный мох, по которому они смогут поползать, закопаться в него, порыться. Вот. Такие вот они у меня сегодня чистенькие, красивые улитки. Даже виден приросток. Видите, вот светлая полосочка, это улиточка, она растет. Вот. Контейнер оформила вот так, то есть не полностью застелила мхом, потому что сейчас зима. Вот, мох, конечно, у меня есть, но не так много, чтобы прям полностью устилать контейнер. Вот. Но думаю, им будет достаточно того, что есть. Вот так вот это все выглядит. Вот. Торф не стала добавлять, мне просто нравится, когда улитки чистые. Вот. От торфа они все же такие грязноватые получаются, такие они все равно, их нога бывает прям с кусочками торфа. Вот. А на мхе или на мху даже это будет как бы лучше всего, в общем-то. Ну, покажи мордашку, красотка. Да. Кстати, кто заметил, два вида мха. Вот. Такой вот есть светленький мох. И обычный слагнум. Вот. Мох очень влажный. Я его замочила практически на целый день. Вот. В горячей воде. Ну, соответственно, как вы знаете, я его не отжимаю. То есть вот так вот не беру, не жмакаю. Потому что я заметила, что он ломается, как бы, и быстро потом желтеет. А я все-таки хочу, чтобы он подольше оставался таким зелененьким. Вот. Как вы видите, есть и листочки. Как бы я не смущаюсь, то, что они здесь есть. Есть даже иголочки, вот. Поэтому исключительно чистый мох. Ну, не знаю. Это сидеть нужно прям перебирать. Хотя у меня, кстати, есть видео. Вот, кстати, улитка показывает свою мордочку. У меня есть видео, где я сижу, перебираю от иголочек. Вот. Ну, где-то, конечно, я и этот мох перебрала. Собственно, он был вообще весь в иголочках, в разных веточках. Вот. Но сильно по этому поводу я не заморачиваюсь. Как бы. Главное, что мох чистый. Вот. В нем нет никаких жучков, паучков. Вот. Смотрите, мордаха какая, да? Невероятно красивые улитки, они прям практически уже на всю мою ладошку. Вот. Конечно,
Я бы хотела вырастить тигров огромных размеров все же, чтобы у меня тоже были такие огромные-огромные улитки. Вот. Но маргината, это вот черные такие вот улиточки, они тоже довольно-таки большие. Вот эта улитка, она поменьше почему-то у меня. А вот это прям черная такая раковина, смоленистая, черная. И она прям большая. Вот здесь вот на ноге у них такие прям, знаете, на ощупь прям пупырышки такие. И у них есть хвост. Вот. Очень спокойные улитки. Они только, как сказать, шумят по ночам. Да и то это разве шумом назовешь? Они просто ползают. И если положить в тарелочку морковку, то будет слышен такой хруст, похрустывание. Ну вот, собственно, весь и шум. Во всем остальном это очень такие, знаете, тихие питомцы. Вот. И забавные. Конечно, я бы в этот угол, мне не хватает коряги какой-нибудь из леса, такой необычный, там, чтобы еще сам холм такая обросла. Но, к сожалению, у нас сейчас вот снег, поэтому в лес, естественно, вот слизь. Или что это у меня? Да, слизь. Вместе с кальцием. В лес, естественно, никто не пойдет. Вот, потому что делать-то нечего. Снег не растаял еще. В общем, я надеюсь, все улитководы это ждут весну, любят весну. Это когда все растает, можно будет сходить в лес, набрать свежего мха, свежих декораций для террариумов. Это, конечно, прикольно. Ну, а сейчас обходимся тем, что запасли с лета. Вот. Кто писал, спрашивал у меня, где я беру вот такой мох. Ну, у меня есть даже видео, мы просто с мужем съездили в лес, ну и набрали мха в мешочек. Вот. Такой вот он мох. Просто в лесу насобирали. Вот. Поэтому не спрашивайте. Просто можно сходить в лес и насобирать мха. Естественно, весь мох мы с леса не унесем, а чуть-чуть вот для контейнеров, думаю, ничего в этом страшного нет. Ну, как видите, улиточка сейчас пытается спрятаться. И вот ее сейчас виден хвостик, он такой в пупырышку. Эту штучку хочу все-таки убрать. Да, это слизь вперемешку с кальцием. Ну, вот. Такая вот нога улитки. Кстати, архохотины, они менее такие вот слизкие, такие скользкие, противные. Они практически просто влажные. Вот. А вот ахотины, они оставляют прям такой, знаете, после себя шлейф такой слизи. Вот. Нужно, конечно, протирать стенки, потому что все будет в слизи, в общем-то. Ну, а эти улитки, они такие менее скользкие. Вот. Как видите, на раковине есть такие всякие трещинки. Вот. Тревожила, она прям прячется. Вот видите, хвостик какой у нее. Но если сейчас орошить водичкой, улиточка прям засверкает красотой. А когда они сухие, то да, вот такого вот они
вторая улитка тоже выползает. Хотя да, их сейчас дневное состояние, знаете, оно такое вялое, не очень активное. Вот, я иногда их бужу. Ну и сейчас тоже я просто убирала в контейнере у них. Вот, у них все сейчас чистенько. Ну и, соответственно, я их разбудила. Ну и решила, думаю, вам показать. Потому что улитки уже большие. Ну и еще даже переросточек есть. Еще больше будут, значит. Вот так вот. Такие вот маргошки. Прикольно все это смотрится, конечно. Интересно. Некоторые улитководы пишут, что улитка, она узнает своего хозяина. Вот. Прям ползет на ручки, ну не знаю. Насколько это правда или неправда. Но мои улитки, они меня не очень боятся, как бы. Я даже могу им почесать спинку, шейку, в общем, потрогать их. Вот, и они особо не прячутся. Вот. Ну, конечно, когда так вот их дернешь там или что, они могут залезть к себе в раковину. Вот. Вау, смотрите, как она растянулась. Этой улитке нравится, видимо, новая обстановка, чистый мох. И она все решила осмотреть. Ну вот. Ну, соответственно, и вторая улитка проснулась. Я думаю, сейчас они будут, ну, как обычно, кушать. Вот видите, на хвостике у нее, вернее, есть вот такие вот шипы. Мало заметно, она их прячет, наверное, или что, не знаю. Но когда она ползет, прям видно. Вот такие вот пупырышки. Пырышки. Ладно, ребят, буду с вами прощаться. Маргошек своих показала. Вау, ну смотрите, какое классное тело у меня. Да, вторая улитка ползет к тарелочке. Вот. Очень красивая сейчас. Вытянулась вся прям вообще. Ладно, ребят, до новых встреч. Еще увидимся. Любите, заботьтесь о своих животных. Всем пока. Всем хорошего настроения. Пока-пока.